покажу вам востребованную работу. В нашей практике это часто встречается, когда клиент приходит с косметической линией, бэнг, да, на английском называется, и отросшим корнем. И ранее волосы были обесцвечены, потом затонированы по длине. Причем обесцвечены сколько раз? Трижды. То есть получается 4-й раз это уже стрёмно, потому что на 4-й раз они могут отвалиться. Но все равно аккуратно косметический пигмент нужно чистить. Ситуация сложная чем? Тем, что очень темная полоса, да, косметическая, а мы знаем, что от таких темных оттенков сложно избавляться, и границы с ранее трижды обесцвеченными волосами, ну и свой корешочек натуральный. Идеально это получить ровное однотонное полотно, на которое можно и блонд, да, сделать, и растяжку, всегда все что угодно. То есть задача получить изначально ровное полотно. То есть это называется коррекция цвета. Сложно, но можно. Работать будем на низких оксидах, потому что опять-таки у нас стык с очень светлыми, ранее обесцвеченными волосами. Пожелаем мне удачи. Но наша модель, моя ассистент Илона, это долго ждала этого, поэтому нельзя не окрашивать. Поэтому будем работать и делать красоту. Делаем разделение классическое на 4 зоны. Центральный пробор от носика к затылку. И получается от уха до уха. То есть все, 4 зоны разделили. Дальше мы будем работать в технике back-to-back с помощью фольги. То есть слайс за слайсом, тонкие слои мы будем выделять вот такие. И с помощью фольги, то есть изолировать, потому что нам нужна температура, так как эта зона холодная. Сейчас. Так как зона холодная, нам понадобится тепло. И, соответственно, будем работать именно с вот этой линией, которая, видите, темная. Средства нужно немного. Я работаю порошком Fanola White белый на 1,05% окислителя в стандартной пропорции 1 к 2. То есть буквально на вот эту полосу. Очень важно, не нужно бояться выйти на натуральную базу, это легче обесцветить полностью. Почему? Потому что если вы где-то не нанесете продукт, у вас останется темная полоса косметической базы, это не будет хорошо. Продукта нужно немного. Вот таким вот образом мы делаем. И мы будем не закрывать фольгу, а просто перекрывать каждый слайс таким вот образом. Итак, работаем по всей густоте волос. А волос здесь у нас очень много, поэтому день обещает быть интересным. Главное, что пряди должны быть у вас тоненькие, потому что если они у вас будут толстые, будет очень медленно идти процесс обесцвечивания, да, избавления от косметического пигмента, то есть прядь должна просвечиваться вот так вот. Это идеальная ее толщина. Да, модель сама не знает еще, что будет, но перемен требуют наши сердца. Что-то пора менять. Этот темный корешочек.
Прошел час. Время выдержки. Смотрите, что мы получаем. Какой фон осветления. В принципе, учитывая то, что было, это еще хороший фон. Что нам нужно делать дальше? Берем пулю X с водичкой и делаем влажным прядь и размываем грани. Далее нам пригодится расчесочка Tangle, смесь порошка белого и 1% окислителя. Ну, если точнее, конечно, это у нас 1,05. Классическая смесь 1 к 2 с оксидом. И вот таким вот образом мы прорабатываем. То есть, по факту мы хотим получить растяжку в теплых оттенках, поэтому добиваться белого цвета и повреждать, убивать волосы нам не нужно. В нашем случае. Если вы понимаете, что вам нужно светлее и волосы позволяют работать с ними дальше, считайте, у нас это на 1% окислителе. Можно стягивать и наносить точно так же в технике back-to-back на 2% окислителе. И потом точно так же стягивать и наносить тоже на 2% либо 3% оксиде, но не выше. То есть нам это не нужно. Мы работаем на маленьком проценте. И теперь продолжаем. То есть так каждую прядь я буду стягивать. Распылять вот чуть-чуть сюда и вот так. Видите, за счет того, что каждая прядь изолирована фольгой, это в принципе несложно и удобно делать. Вот все, я эту смесь стягиваю уже. Нужно ее намочить, размыть границу. Мы потом все равно будем делать репигментацию и тонирование. Намочили. И наносим 1% окислитель. Итак, снова по тем же зонам работаем. То есть мы первую зону эту осветляли, потом вот эту, и так по очереди и идем. Наша чистка цвета закончилась. Напоминаю, что мы чистили все на 1% окислителе. Делали это сначала полосочку, а потом всю длину на открытом воздухе
предварительно смочив волосы. Теперь мы их смыли дважды шампунем с кислым pH, масочка, и приступаем к репигментации. Даже учитывая то, что мы будем тонировать в теплых оттенках, нам нужно создать некую подложку цвета для того, чтобы оттенок максимально лег ровно. Смотрите, все очень просто. Когда я стала чистить цвет, то есть очень хорошо видно, что есть разные полосы. То есть разная была светлота в окрашивании, то осветление, то затемнение. В общем, были эксперименты. Никогда не пытайтесь все вывести вот в такой светлый цвет, прям максимально светлый, потому что то, что темнее, может не стать как более светлые волосы, но те, которые более светлые, могут отвалиться. А нет ничего хуже, чем клиент без волос. То есть, поэтому наша задача сохранить волосы на голове. И поэтому мы на этом останавливаемся, тем более нам не нужен цвет холодильника, то есть белый. И будем репигментировать. Для репигментации я, конечно же, выбираю любимые тонеры. Тонер натуральный и тонер бежевый. В прикорневой зоне это будет тонер смешан 1,5 с окислителем 1,05%. И в длине будет смешаны два тонера в пропорции 1 к 4 с 1,05 окислителем. Буквально на 10-15 минут, затем мы смоем и будем делать основное тонирование волос. Четкие пропорции, мы напишем это, вы это увидите. Приступаем к работе. После нашей репигментации, смотрите, мы уже получили более ровный оттенок, плотные, эластичные, красивые уже волосы. И теперь можно окрашивать. Как я буду окрашивать? То есть сначала я нанесу краситель на 2 сантиметра. То есть если мы не знаем, как определить 2 сантиметра, вам поможет расческа-линейка. Вот, в общем, 2 сантиметра по всей голове. Затем я нанесу эту же смесь красящую еще ниже на 4 сантиметра. Прочешу гребнем и нанесу другой оттенок уже на длину. То есть такая мягкая градация цвета у нас будет, не контрастный, мягкий переход. Здесь будет 7,29 в чистом виде, а в длине у нас будет тонер Rose Gold и корректор перламутровый. Ну что, приступаем к окрашиванию. Я прокрасила дважды, то есть техникой наслоения, прикорневую зону. Далее, чтобы переход был как можно более плавным, я беру расческу для растяжки и вот такими вот движениями, будто вы расчесываете волосы, цвет немножечко стягиваю вниз, как бы вбиваю его в пряди. Это позволяет нам сделать очень мягкий переход. Смотрите. Так. И не забывайте, что мы всегда работаем по зонам. То есть я работала зона 1, 2, 3, 4. Точно так же каждый раз я все время начинаю с той зоны, ну, с одинаковой зоны и работаю по очереди. Сейчас я проработаю расческой гребнем
каждую зону и приступлю к нанесению красителя по длине волос. Далее время выдержки у нас будет всего 10-15 минут. Хочу еще напомнить, что я работаю с любимым паспортом, то есть я добавляю аминокислотную систему паспорт. И в репигментацию добавила, и в тонирование. Это позволит нам придать волосам вот эту плотность, эластичность и блеск. Ну и, конечно же, стойкость цвета. То есть обязательно работайте с присадками. Это позволяет улучшать качество волос. В порошок я не добавляю, да, потому что я работаю на низком окислителе. В краситель всегда добавляю, потому что очень мне нравится эффект, то есть качество волос после. Ну, об этом подробно вы можете прочитать у меня в Инстаграм. Далее приступаем к нанесению красителя по длине волос. Смотрите, мы наносим в стык с предыдущим окрашиванием, размываем границу горизонтально и распределяем равномерно по длине волос. Красителя должно быть достаточно, чтобы у вас цвет ложился равномерно, а не пятнами. Вот эти пятна, это в основном всегда из-за того, что неравномерно наносится продукт на всю длину.